Едем мы такие спокойно по ямам, и вдруг ровная дорога. Возникло чувство, что мы перепутали маршрут и едем не в Волгоград. Великий город на великой реке. Жаль, что в наше время былое величие и слава этого города с большой буквы постепенно забывается. Ну а мы тем временем въезжаем на территорию Республики Татарстан и направляемся в город с тысячелетней историей Казань. С дорогами тут все намного лучше, хотя город тоже расположен на реке Волга. Казань часто попадает в рейтинги самых популярных туристических городов страны. Хоть Волгоград и не особо популярен среди туристов, побывать здесь однозначно стоит. Царицын, он же Сталинград, а ныне Волгоград, имеет много рекордов. Например, самый длинный дом. Длина 1142 метра. Представьте только дом длиной больше километра. Хотя чему удивляться, сам город раскинулся вдоль берега Волги на 90 километров. Соответственно, и самая длинная улица находится, правильно, в Волгограде. Казань же самым длинным домом похвастаться не может, однако это очень древний город. Он старше Москвы и Волгограда. Во всей Восточной Европе лишь Прага и Киев древнее, чем столица Татарстана. В разные эпохи город был частью Волжской Булгарии, Золотой Орды, Московского царства, Российской империи и СССР. Но вернемся в Волгоград. Катаясь по городу, можно увидеть множество исторических мест. Вот, например, Волгоградский элеватор. Построен он в 1940 году и на тот момент был самым высоким зданием в городе. Во время Великой Отечественной войны за это здание велись ожесточенные бои. Ведь расположение элеватора позволяло следить сразу за несколькими районами, а также подходами к реке. По городу колесят вот такие старые трамвайчики. Почему их не обновят? Не знаю, наверное, оставили для антуража. А вот виднеется один из красивейших домов Волгограда. Это дом речников-водников. И это не музей. Здесь до сих пор живут простые люди. И правда, город очень растянут. Чтобы добраться до центра, потребуется уйма времени. Особенно долго время идет, когда стоишь в пробках. Да, пробки они и в Казани пробки. Зато можно насладиться видами вечернего города. Но есть в Казани улица, где пробок не бывает. Дело в том, что здесь организовано только пешеходное движение. Некий аналог московского Арбата. Прогуляться по ней милое дело. Куча красивых зданий, маленьких кафе и ресторанчиков. И даже можно встретить уличных музыкантов. А вот, собственно, и он. Казанский Кремль. Древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. Также за стенами Кремля располагается резиденция президента Татарстана. Вернемся сюда в светлое время суток, а пока переместимся в Волгоград. Тем временем мы доехали до главного символа Волгограда – скульптуры «Родина-мать». Видна она практически из любой точки Волгограда, даже ночью. Расположена на вершине Мамаева кургана, откуда открывается красивая панорама на весь город. В годы Сталинградской битвы здесь развернулись наиболее ожесточенные бои. И здесь же потом похоронили погибших защитников города. Их подвиг увековечен в уникальном памятнике ансамбля
героем Сталинградской битвы. Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Именно после разгрома войск фашистской Германии под Сталинградом стратегическая инициатива перешла к Советскому Союзу. На пути к вершине стоит заглянуть в зал воинской славы. Внутри горит вечный огонь, а на стенах высечены имена погибших солдат с указанием звания. Скульптура «Родина-мать зовет», возвышающаяся на Мамаевом кургане. Высота статуи 85 метров. На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более чем 35 тысяч защитников Сталинграда. От подножья кургана до его вершины насчитывается 200 по числу дней Сталинградской битвы гранитных ступеней. 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва. Воины Красной Армии стояли насмерть за каждую улицу, дом, каждый метр земли. А сейчас город угасает. Обидно, что все так. Но надеемся, что все поменяется в лучшую сторону. Продолжим знакомство с Казанью. Спускаемся в метро и едем до станции Кремлевская. Проходим через ворота Спасской башни и идем мимо Братского корпуса. Здание предназначалось для монахов Спасо-Преображенского монастыря. С высоты Преображенской башни видна почти вся территория Кремля, а также набережная города. Мечеть Кул-Шариф построена относительно недавно, в честь тысячелетия Казани, но уже стала одной из визитных карточек города. В России есть своя падающая башня, и находится она в столице Татарстана, прямо тут, в стенах Кремля. Это дозорная башня Сюембики. Шпиль сооружения отклоняется от вертикали почти на 2 метра. А вот так выглядело Казанское ханство. Кремль помнит булгарских князей, воинов Чингис-хана, ханов Золотой Орды, всех русских царей. Это единственная в мире сохранившаяся татарская крепость и сегодня служащая центром государственности. Прогуляемся еще по улице Баумана. Здесь встречаются памятники из разных эпох. Древние храмы соседствуют с современными торговыми центрами. Издалека виднеется колокольня Богоявленского собора. Неудивительно, ведь колокольня является самой высокой старинной постройкой в городе. Ее высота достигает 74 метра. А со смотровой площадки открывается потрясающий вид на исторический центр города. Вот и закончилось наше путешествие по 2 великим городам России. И в Казани, и в Волгограде есть что посмотреть, есть куда сходить. Хочется еще раз вернуться и уделить больше времени для того, чтобы сильнее проникнуться всей древней историей Казани и больше узнать о подвигах Волгограда. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Оставьте в комментариях ваши впечатления от увиденного и где бы вы хотели побывать.